Действительно ли мир знаменитостей защищен от вторжения в частную жизнь? Чингук и Тэйон из BTS внезапно оказываются втянутыми в бурю скандала, охватившую Южную Корею. Шокирующие доказательства, подозрительные жесты и закулисные предательства начинают раскрываться. Что же на самом деле скрывается за улыбками перед камерами? Читайте первую главу прямо сейчас и приготовьтесь затаить дыхание. Оставьте свое мнение в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующее эксклюзивное обновление. Возможно ли, что их секреты просачиваются из самых глубоких кругов? Или за кулисами происходит что-то более темное? Почему все улики указывают на предательство людей, которым они доверяют? История начинается не на большой сцене, а в узком коридоре, ведущем в гримерную секретной студии звукозаписи в районе Каннам, Сеул. Никаких военных толп, никаких вспышек фотоаппаратов, только тишина, отражающаяся от стен, замаскированных глушителями. Но именно за этой тишиной все и началось. 3 января 2026 года, примерно в 22 часа 47 минут по корейскому времени, анонимный аккаунт на платформе X, ранее Twitter, загрузил 21-секундный аудиофрагмент. Голосы на записи не вызывали сомнений. Это были голоса Чингука и Ким Тэйона. Их голосы слышны отчетливо, без редактирования, без манипуляций, без запинок. Но это не единственное, что удивило. Содержание их разговора стало настоящим взрывом для всех, кто услышал аудиозапись. Чингук говорит тихим, но тяжелым тоном: «Если они узнают, что мы до сих пор тайно встречаемся, все будет в хаосе». Тэйон отвечает тревожным голосом: «Я тоже боюсь. Но как долго мы можем так продолжать?» Всего 2 фразы, и мир изменился в одно мгновение. Аудиозапись мгновенно стала вирусной. За первые 18 минут ее поделились более 78 тысяч раз, и она получила миллионы просмотров. Хэштеги «Решетка Юнг Тэйонг» и «Решетка Приватилиак» мгновенно вырвались в топ мировых трендов. ARMY были в шоке. Корейские СМИ пришли в восторг. Их агентство HYBE не выпустило никаких заявлений в первые 12 часов. И вот тут-то и начинается буря. Общественность строит предположения. Скрывают ли они отношения? Знало ли об этом агентство HYBE с самого начала? Или это просто часть маркетинговой стратегии? Но один вопрос гораздо страшнее всех остальных: кто снял их без их ведома? И каков был мотив утечки? Неофициальные расследования напрямую инициированы онлайн-сообществом. В течение 6 часов пользователи сети из Южной Кореи, Японии и Бразилии начали анализировать время, место и возможных людей, которые могли находиться рядом с ними в момент инцидента. Один из аккаунтов индонезийской фан-базы даже смог отследить запись до определенной студии, которую часто арендовали для личных проектов участников BTS. Место было подтверждено старыми фотографиями, загруженными съемочной группой в прошлом году. Детали дизайна интерьера, потолочные светильники, акустические узоры на стенах и красные цифровые часы в углу комнаты полностью соответствуют окружающим звукам на просочившемся в сеть видео. И вот первый факт, от которого кровь замирает. В комнате нет камер видеонаблюдения. Это была комната с первоклассной звукоизоляцией. Никакой сигнал, никакой Wi-Fi, никакое устройство не может подключиться без разрешения внутреннего оператора. Это значит, что это сделал кто-то изнутри. Возникает риторический вопрос: жили ли эти суперзвезды все это время в ложном мире неприкосновенности частной жизни? Знают ли они вообще, что все это время за ними наблюдают? В неофициальном расследовании, опубликованном межкорейским YouTube-каналом Seoul Exposure 5 января 2026 года, было обнаружено, что система безопасности студии, где они записывали звук, имела уязвимости в системе резервного копирования на жесткий диск. Техник, который занимался этой системой, уволился из компании за 2 месяца до инцидента. И что еще более шокирующе, человек с высоким уровнем технического доступа последний раз взламывал системный зал за 5 дней до утечки аудио. С тех пор появилась ужасная теория. Это необычная утечка. Это спланированная акция.
Конечно, HYBE больше не могли молчать. 6 января в 14 часов по корейскому стандартному времени они провели импровизированную пресс-конференцию. Национальные СМИ, такие как Янеп, JTBC и Dispatch, заполнили зал, словно рой пчел, жаждущих разъяснений. В 17-минутной прямой трансляции один из представителей HYBE произнес фразу, которая ничего не ответила, а лишь породила еще больше сомнений. В отношении распространяемых аудиоматериалов мы проводим внутреннее расследование. Пожалуйста, не делайте дальнейших предположений, пока не будет установлена правда. Никаких разъяснений. Никаких возражений, никаких извинений, только внутреннее расследование. Что они имеют в виду? Почему бы не оспорить подлинность аудиозаписи, если она действительно поддельная, или они не могут спорить, потому что знают, что запись настоящая? За кулисами появляются сообщения о том, что два айдола, Чингук и Тэйон, сейчас проходят частные сеансы психотерапии, назначенные им лично. Руководство компании. Некоторые из их запланированных на январь выступлений были внезапно отменены или перенесены без объяснения причин. Более того, их активность в социальных сетях резко снизилась. Ни лайков, ни комментариев, ни каких-либо признаков активности в цифровом пространстве. Как будто им дали один единственный приказ – молчать. Но мир не может стоять на месте. Чем дольше HYBE молчит, тем больше вечеринка движется вперед. Опытный журналист-расследователь Ким Хан Соль, ранее известный раскрытием скандала с манипуляциями при голосовании в реалити-шоу, начинает углубляться в это дело. В радиоинтервью, транслировавшемся на KBS, Хан Соль сказал: «Я уже видел эту схему». Когда компания закрывает информацию по причине внутреннего расследования, это означает, что она хочет скрыть нечто большее. И обычно виновником является не посторонний, а очень близкий инсайдер. Слова «очень близкий инсайдер» мгновенно распространились как лесной пожар. Фанаты, продолжая защищать своего кумира, начали гадать, кто из ближайшего окружения BTS мог иметь такой доступ. Кто знает их личные графики? Кто знает пароли от студии? У кого может быть мотивация причинить вред этим двум звездам? И одновременно последовал второй сюрприз. Анонимный аккаунт, сливший аудиозапись, опубликовал новый пост. На этот раз не было голосовой записи, только одна фраза: «Если они продолжат лгать, я завтра выложу видео». Мир замер на мгновение. Видео. Если одни только звукозаписи потрясли всю страну, то что может сделать видео, записанное в неизвестных условиях? Кому принадлежит этот аккаунт? Как он мог получить такие кадры? И что еще важнее, было ли это последним предупреждением перед более масштабным взрывом? К расследованию подключилось корейское агентство киберрасследований. Платформу X попросили раскрыть IP-адрес владельца аккаунта. Однако все запросы были отклонены из-за политики конфиденциальности. Тем временем общественность могла только ждать с тревогой, пронизывающей вены. В ту ночь тысячи аккаунтов с большими фан-базами со всего мира загрузили хэштег «решетка протестюнка Актейонг» и призвали HYBE действовать более прозрачно. Но, к сожалению, мир знаменитостей никогда не был таким черно-белым. Вечер 6 января превратился в ночь, которую никто из тех, кто следил за этим скандалом, не мог забыть. Весь мир затаил дыхание, ожидая 0 часов по корейскому времени, когда анонимный аккаунт обещал выложить видео, если они продолжат лгать. И, конечно же, как только стрелки часов коснулись полуночи, видео появилось. Видео длится 1 минуту 33 секунды. Без звука. Снимок сделан из верхнего угла комнаты, вероятно, скрытой камерой, направленной на двух мужчин, сидящих друг напротив друга. Один из них был в черной толстовке. Другие – в шапках бини и масках. Но их жесты, то, как они опустили головы, то, как один человек коснулся руки другого, были слишком знакомы, чтобы фанаты могли устоять. Вот они, Чингук и Тэйон. И в конце видео шокирующий момент, который потряс публику сильнее, чем любая предыдущая аудиозапись. На видео Тэйон якобы встал, подошел и крепко обнял Чингука более 10 секунд. Это вызвало общественный резонанс.
Но есть одна вещь важнее всего, и она станет очевидной только после того, как видео будет просмотрено сотни раз. В правом нижнем углу экрана видно небольшое отражение от стеклянной поверхности. И в отражении виден слабый силуэт человека, стоящего неподвижно и снимающего все происходящее. И с этого момента все изменилось. Что, если человек, стоявший рядом с тобой, это тот, кто тайно тебя предал? Что, если твои самые святые убеждения были использованы, чтобы тебя сломить? Видео похоже на уголь, падающий на тонкий слой бензина. Взрыв затронул не только личное пространство Чингука и Тэйона. Он распространился, разрушив границы между фанатами и айдолами, между общественным и частным, между правдой и манипуляцией. Но это еще не конец. Именно здесь все начинает медленно раскрываться. На следующее утро информационное агентство диспетча опубликовало эксклюзивное расследование. Заголовок прямолинейный, но пронзительный. Кто-то из ближайшего окружения продал личные данные. У нас есть доказательства. В статье диспетча сообщила, что получила информацию от бывшего сотрудника HYBE Entertainment, который утверждал, что предупреждал компанию о риске нарушения конфиденциальности еще 6 месяцев назад. Этот человек, обозначенный только инициалами L, ранее работал во внутреннем отделе информационных технологий HYBE, а именно в управлении данными о записях и студийными помещениями. Он заявил, что в некоторых студиях звукозаписи, используемых артистами HYBE, включая частные студии участников BTS, отсутствуют встроенные системы шифрования на устройствах резервного копирования. Более того, Эль сообщил, что в системе резервного копирования, используемой в студии, применялся физический диск, доступ к которому по-прежнему имели технические специалисты с правами второго уровня. И что еще более удивительно, список. В число технических специалистов входило более 15 человек. Из этих 15 имен 4 были известны с конца 2025 года. А один из них, согласно сообщениям диспетча, ранее подвергался внутренним санкциям за распространение данных о другом секретном проекте айдолов. Но среди всех этих имен одно выделяется быстрее всех. Джей, бывший звукоинженер, работавший над несколькими проектами BTS с 2023 года, загадочно уволился всего за 2 недели до того, как первая звукозапись просочилась в сеть. Цифровой след исчез. Его аккаунты в социальных сетях закрыты. Номер его мобильного телефона недоступен. Однако комментарий на одном из корейских форумов, отслеживаемых сообществом киберрасследователей, показал скриншот сообщения Джея в частном аккаунте Discord, предположительно используемом для продажи эксклюзивного контента айдолов. В нем есть предложение, от которого кровь стынет в жилах любого читателя. Люди знают только то, что показывают их кумиры, но у меня есть версия, которую они никогда не показывают. Версия, которая лишит мир дара речи. Неужели это какая-то незаконная торговля личным контентом? Неужели корейская индустрия развлечений все это время скрывала еще более ужасную тайну? Частную жизнь айдолов можно превратить в товар, продать и использовать в своих целях, как мерчендайзинг? По мере того, как доказательства начинают указывать на Джея, давление на HYBE становится непреодолимым. Юристы начали высказываться. Международное сообщество, включая организации по защите цифровых прав из Европы, резко осудило слабую систему защиты частной жизни артистов, которые должны жить в максимальной безопасности. Однако вместо того, чтобы дать дальнейшие разъяснения, HYBE тихо выбрали юридический путь. Они подали запрос на расследование в столичную полицию Сеула без публичного объявления. Но мир уже знает, утечка документов получила широкое распространение среди журналистов-расследователей. Содержание указывает на то, что HYBE подает иск на основании нарушений статьи 22 и статьи 31 Закона о защите информации и частной жизни, касающихся несанкционированной записи, распространения личного контента, а также злоупотребления доступом к внутренней системе. Еще более подозрительно то, что расследование также направлено против другого лица. Не техник, не сотрудник съемочной группы, а помощник менеджера, который лично сопровождал Тэйона и Чингука на мероприятиях вне официального расписания. Человек, которого считали тенью, охраняющей их. Его имя не разглашается. Но внимательные фанаты вскоре обнаружили закономерность.
Некоторые старые фотографии со съемочной площадки, видео, просочившиеся с фан-сайтов и даже фрагменты живых выступлений того времени указывают на существование одной фигуры, мужчины лет 30, одетого во все черное, лицо которого почти никогда не видно четко. Он появлялся во всех важных местах. Когда BTS отправились в Нью-Йорк во время частного концерта Чингука в Японии, Тэйон снимал сольный проект в Париже. Эта фигура стала главной мишенью подозрений общественности, и разгорелись бурные спекуляции. Был ли этот человек непосредственно причастен к установке скрытых записывающих устройств? Или, более того, он замешан в более крупной сети, занимающейся торговлей личной информацией и контентом айдолов? Но когда общественность потребовала ответов, давление на Чингука и Тэйона стало психологическим. 7 января Чингук неожиданно опубликовал пост в своем аккаунте Weverse: «Иногда мир слишком шумный, но я никогда не буду винить твою любовь. Прости, если я тебя обеспокоил. Я просто человек, и сейчас я очень устал». Это потрясло сердце миллионов ARMY по всему миру. Пост заполонили тысячи комментариев. Слезы, молитвы и обещания верности продолжали литься рекой. Некоторые выражали гнев по отношению к незваному гостю, нарушившему покой двух друзей. Но другие начинают видеть нечто более глубокое. Неужели они живут под давлением, о котором мы никогда не узнаем? Спросила немецкая фанатка. Неужели за всеми этими улыбками на сцене скрывается гораздо более темная сторона? И это правда. В эксклюзивном интервью для последнего номера журнала Rolling Stone Корея, данном до того, как разразился скандал, Тэйон произнес фразу, которая теперь звучит как пророчество: «Иногда мне хочется оказаться в месте, где нет камер, где я могу говорить, не боясь быть записанным, не боясь быть неправильно понятым». Теперь эта фраза звучит как крик из тюрьмы славы. Вопрос в том, кто их освободит? И пока публика ждала ответа, появилось нечто, что нельзя было игнорировать. Все это время мы смотрели на экраны, слушали их песни, следили за их смехом и развлекательными шоу. Но, возможно, мы забыли одну вещь. Они люди, и их предают.